Здравствуйте! С вами Радужная палитра. Сегодня мы с вами нарисуем натюрморт. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. Сегодня с вами мы будем начинать с карандаша. Возьмем простой карандаш и нарисуем вазу. Ваза внизу будет широкая, и вверх пойдет узко, поуже горлышко. Дальше мы с вами нарисуем красивые большие подсолнухи. Для этого мы будем брать только рисовать сердцевинку и вокруг сердцевинки такой вот бутон наметим. Нарисуем таких 5 подсолнухов. Каждый лепесточек вырисовывать мы не будем. Рисуем только силуэт подсолнуха. Дальше мы нарисуем листики. И внизу на столе нарисуем яблоки и груши. С правой стороны у нас будет яблочко, за ним лежит груша. Линию вазы можно стереть, потому что груша будет поверх вазы, перед вазой. И с левой стороны тоже нарисуем яблочко. Итак, рисунок в карандаше готов. Приступим теперь к краскам. И начнем мы с вами с самих подсолнухов. Нам понадобится, начнем мы с сердцевинки, поэтому нам понадобится коричневая краска. Переложим на палитру коричневый цвет. И прям коричневым цветом мы с помощью тычка будем закрашивать сердцевинки. Сперва чисто коричневым будем. А теперь можно разбавить наш коричневый на более светлые и более темные цвета. К нашему коричневому я добавлю желтого. Коричневый я не весь смешала, а с краешку. И мы сделаем светлые места наших сердцевинках. Будем закрашивать не все места, а только там, где попадает свет. Помоем кисточку и к этому цвету добавим немного белого. Прям несколько пятнышек самых светлых добавим. Снова моем кисточку и сделаем теневую сторону. Нам пригодится на кончике черного, и в коричневый я смешаю черный. И на теневую сторону сделаем темных пятен. Вот такие у нас живописные сердцевинки получились. Моем и сушим кисточку. Теперь перейдем к лепесткам подсолнуха. Обязательно, когда помыли кисточку, протирайте салфетку, чтобы лишняя вода
ушла из кисти. Положим на палитру побольше желтого. Вот я сделаю один подсолнух, а потом побыстрее закрашу. И вот такими вот мазками от центра и в стороны мы прокрасим просто сперва чисто желтым цветом. Помоем кисть и возьмем на палитру красного положим. Красного к желтому будем понемножку добирать. Сперва получается светлый цвет у нас, оранжевый. Хорошо вымешать. И из центра мы идем. Прокрашиваем. Далее кисточку не моем, берем еще чуть-чуть красного, не более яркий. И можно также сделать более светлая сторона будет, а здесь более темная. И здесь более темные пятнышки. Здесь можно парочку совсем мазков. Еще хочу красненького взять. Прямо от центра сделаю более яркий. Вот такой вот у нас замечательный подсолнух получился. Таким образом мы делаем остальные подсолнухи. А теперь можно более светлые места к лепесточкам приписать. Возьмем желтый и к желтому положим белого. Сделаем светлую сторону листиков, лепесточков. Даже в каких-то местах можно чисто белый из баночки взять и прописать самые светлые места. Подсолнухи наши красивые стали. Теперь мы приступим дальше. Будем рисовать вазочку. Я возьму кисточку другую. У меня будет плоская кисть, более потолще размером. И я хочу показать вам, как получать коричневый цвет. Наша вазочка будет коричневого цвета. Если мы сердцевинку брали непосредственно коричневый цвет из банки, то сейчас я вам покажу, как с помощью смешения цветов получать коричневый. Возьмем на палитру зеленого.
и красного. И все это размешаем. Получается у нас довольно красивый коричневый цвет. Такой вот темный. У меня получился немного такой красноватый бордовый оттенок, потому что у меня больше красного. Если взять больше зеленого, то получится более зеленоватый оттенок коричневого. Итак, пропишем мы с вами. Светлая сторона у нас будет здесь, в этом месте. Тут будет у нас утемняться. И здесь у нас полоска будет посветлее. Поэтому пропишем самую темную сторону нашей вазочки. Она у меня вот тут будет. Здесь у нас полоса светлее, поэтому оставляем место для самого светлого цвета. И немножечко узенькую полоску сюда идем. А дальше мы будем добавлять к нашему цвету желтого и белого, и он будет у нас становиться светлее. Возьмем желтый цвет и размешаем. Видим, как наш цвет стал более светлым. И закрасим внутреннюю часть. На палитру сразу лучше переложить желтого и белого, потому что мы будем смешивать. Нам пригодится. Итак, возьмем еще желтый цвет, смешаем с нашим коричневым. Получился еще светлее. И закрасим вазочку. Дальше. И внутреннюю часть можно. Возьмем еще желтенького. Можно немного белого. И последний раз возьмем белого. А самая светлая коричневая краска получилась. И закрасим оставшийся. Можно даже больше белого. Здесь сделать такой вот блик. Ну что, вазочка готова. Кисточку моем снова. Сушим. Этой же кистью я нарисую яблочки. У нас будет переднее желтое яблоко и сзади зеленая груша. Ну, давайте возьмем, наверное, зеленый темный из банки. Самое темное место будет около яблочка. Вот мы его и пропишем. Дальше будем добирать желтого. Также можно желтый выложить на палитру. Смешаем желтый с зеленым. И пойдем дальше рисовать нашу грушу.
Возьмем еще. И этим же цветом мы нарисуем яблочко здесь. Возьмем еще желтенького. И закрасим всю грушу до конца целиком. Возьму более тонкую кисточку, добавлю белого, наш зеленый. И напишу самое светлое место. А яблочко я сделаю, немножко добавлю более другого оттенка, синего сюда. Наш зеленый смешаем с синим, оно будет немножко другого оттенка. И закрасим снова поверх эту линию. Возьмем теперь желтенького. И еще желтый. И в конце добавим белого. А в глубине яблочко сделаем темно-зеленого. Там у нас черешок будет. Так, дальше мы будем яблочко закрашивать. Возьмем желтый цвет. И закрасим светлую часть яблока. Дальше можно добавить уже с имеющимся оранжевый цвет, у нас на палитре есть. Закрасим серединку. И возьмем красненького. И самая темная часть у нас будет белая. Так, фрукты готовы. Теперь приступим к листикам. Возьмем темно-зеленый цвет. Сюда мы добавим немного синего. Получится яркий такой зеленый насыщенный темный цвет. И будем закрашивать листочки. Листочки мы с одной стороны будем закрашивать темную часть. Кисточку можно поменять и более тонкой прописать уже острую часть листиков. Кисточку помоем, высушим.
И к этому зеленому добавим желтого. И закрасим светлую часть листика. Между цветами можно тоже, если есть пропуски, закрасить их зеленым или темным, или светлым. Я возьму снова большую кисточку. Мы сейчас будем закрашивать фон. Нам нужно определиться, где у нас будет линия стола. Нам примерно здесь будет у меня проходить. И начнем с фона. Фон у меня будет в синих тонах, поэтому если есть у вас разный синий, это очень хорошо, можно сразу переложить на палитру. У меня есть светлый голубой, такой ярко-голубой, и темно-синий. Два цвета, я их сразу положу на палитру и начну закрашивать. Можно слегка сделать линию. И мы будем закрашивать очень интересными мазками, вот такими вот. Я беру сперва чистый цвет. Мою кисть. И возьму побольше на палитру белого. И понемногу буду добавлять мой синий белого. И также хаотически я закрашиваю места. Дальше мою кисть. Сушу, беру другой цвет, голубой. Голубому тоже добавляю белого. И прописываю. Кисть мою высушиваю, беру снова белого, добавляю к темно-синему. Голубому белый добавляем. И все я закрашиваю более светлыми тонами. Сперва мы начали с темного самого. И потихоньку светлее и светлее делаем цвета. И прокрашиваем фон все. Больше и больше, чтобы не оставалось белых пятен.
Такой замечательный у нас получился фон. И теперь непосредственно сам стол мы покроем. Стол у нас будет тоже в фиолетово-синих тонах. Если есть на палитре в красках фиолетовый, можно смело взять фиолетовый цвет. Опять начнем с самого темного. Можно к фиолетовому взять еще синего немножко. Фон мы будем мазками уже длинными полосками рисовать, поэтому мы закрасим горизонтальные линии, сделаем. Самые темные под фруктами. Закроем. Можно сюда синего добавить и еще беленького. Наш цвет осветляется. И также хаотически, где мы желаем, покрываем, делаем наши пятна. Немножко возьмем фиолетового и в этот голубой смешаем. Возьмем еще белого. Если зашли на контуры, можно теперь немножко подправить вазочку, фрукты, если надо, места подчеркнуть, подвести. И сейчас возьмем самую тонкую кисточку и возьмем, помните, мы смешивали с вами коричневый и черный. Если он высох, можно снова взять на палитру коричневый и черный, размешать. И самой тонкой кисточкой мы закрасим черенки наших фруктов. Яблочко тоже нужно углубление сделать. И на этом все. Наша красивая картина закончена. Желаю вам успехов и вдохновения на такую красивую натюрморт. До новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!